Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Клюев, и я экскурсовод проекта «Москва глазами инженера». Сегодня мы с вами прогуляемся по бывшей кондитерской фабрике «Красный Октябрь». И хотя сладости здесь больше не производятся, на мой взгляд, очень хорошо, что эти здания сохранились, эта фабрика по-прежнему цела и используется каким-то новым образом. А, На мой взгляд, промышленное наследие конца 19-го, начала 20 века– это очень важная часть культуры, архитектуры Москвы, которая пока, к сожалению, не получила достойной оценки. И сегодня я попробую вас убедить в том, что это достаточно красиво, достаточно интересно и заслуживает вашего внимания. В нашей стране не принято считать промышленную архитектуру чем-то красивым, чем-то интересным, чем-то увлекательным. Сегодня я попробую изменить вашу точку зрения на это, показать, что она тоже заслуживает определенного внимания. Ну и выбор объекта для такого примера был, конечно, очевиден. За моей спиной деревянное полотно, созданное уже в наше время, в 2000-е годы, на котором мы видим с вами как оба названия фабрики, советское, «Красный Октябрь», так и историческое, дореволюционное, товарищество «Эйне». Кроме того, мы видим на нем дату, 1851 год. В этот год немецкий иммигрант, молодой немец Теодор Фердинанд фон Эйне приезжает в Москву, чтобы создать здесь какое-то кондитерское производство. Сначала это не была фабрика, это был небольшой магазинчик, в котором сладости делали вручную, но Эйнем был одним из многих европейцев в середине 19 века, приехавших в нашу страну. В середине 19 века Российская империя – страна, как сейчас бы сказали, с прекрасным бизнес-климатом. Низкие налоги, низкая конкуренция, дешевая рабочая сила и множество французов, англичан, немцев, других европейцев и не только приезжали к нам, чтобы реализовать здесь свои возможности, свои планы, свои идеи. В наследство от той эпохи нам остались не только названия, не только знакомые бренды, но и интереснейший комплекс промышленной архитектуры, краснокирпичной архитектуры, который занимает площадь всего лишь 5 гектаров на вот этом острове в центре Москвы. А мы с вами действительно на острове. С одной стороны Москва-река, с другой водоотводный канал, и москвичи часто называют эту территорию стрелкой или стрелкой острова. По ней мы, собственно говоря, и будем с вами сегодня гулять. Ну что ж, пойдемте. Друзья, мы переместились с вами к зданию шоколадного цеха, построенному в первом десятилетии 20 века. Вообще стоит сказать, что нынешний «Красный Октябрь» — это не первая фабрика, возведенная в Москве Эйнемом и его финансовым партнером Юлиусом Гейсом. Их первое производство располагалось еще ближе к Кремлю, на Софийской набережной, да, то есть практически напротив. И первая фабрика, открытая в 1867 году, была значительно меньше. Это было фактически одно трехэтажное здание, там была всего одна паровая машина мощностью, представьте себе, целых 6 лошадиных сил. Сегодня любой, даже скромный мотоцикл намного мощнее, но для середины 19 века это вполне себе приличная техника. К концу 19 века та фабрика устарела, уже не справлялась с заказами, и было принято решение о возведении нового комплекса вот здесь вот на стрелке острова, значительно более масштабного, крупного, и одним из самых крупных и значительных его зданий является как раз-таки шоколадный цех. Обратите внимание на вот эти черные штурвальчики на стенах. Многие думают, что это какие-то элементы декора, украшения или, может быть, вентиляция, а на самом деле это тяги или стяжки. Если вам нужно построить стены или перекрытие здания из каких-то отдельных блоков, кирпичей, камней, то каким бы хорошим раствором вы их не скрепляли между собой, со временем, спустя столетия, все равно такое перекрытие или такие стены начнут разрушаться. Нужно их дополнительно укрепить, и еще средневековые зодчие придумали такую интересную технологию. Пропускать сквозь перекрытие или стену металлические стержни. Не очень толстые, а на концах их просто загибали, или закрепляли каким-то другим образом. Например, с помощью таких изящных гаек. То есть каждый такой штурвал — это гайка, которая держится за соседние кирпичи и удерживает внутри здания вот эти вот стержни на месте. Благодаря этому здание по-прежнему стоит и обрушение ему не угрожает. Стоит сказать, что склады кондитерской фабрики располагались в подвалах разных корпусов, в том числе в подвалах шоколадного цеха. Кстати, там была установлена очень интересная система водного охлаждения, то есть по трубам гонялась вода, чтобы в летнюю жару с шоколадом ничего не случилось, он не растаял, не потек. Но вот этот факт, то, что склады были в подвалах, привели к небольшой коммерческой трагедии. Посмотрите, в апреле 1908 года в Москве случилось самое страшное наводнение в истории нашего города.
Снег очень быстро растаял, уровень воды в реке поднимается на 6,5 метров, и весь остров был целиком затоплен. В результате вода буквально вымыла из подвалов ящики с шоколадом, печеньем, конфетами, которые там хранились. Ящики поплыли по реке, некоторые пытались их ловить, но чем это закончилось, доподлинно неизвестно. И последнее, давайте обратим внимание на здание, которое замыкает перспективу Берсеневского переулка. Вот это красно-кирпичное. Согласитесь, оно похоже на корпуса Красного Октября. Скромный декор, явно фабричное предназначение, и может показаться, что это один из цехов фабрики. На самом деле это другая фабрика, Галутвинская текстильная мануфактура. У нее были другие владельцы. Почему она так похожа на Красный Октябрь, вы скоро узнаете. Друзья, мы зашли с вами внутрь одного из зданий. И то, что вы видите вокруг меня, как-то отличается от привычных стереотипов об интерьерах фабрично-заводских корпусов. Действительно, это административно-производственный корпус, построенный в 1903-1908 годах. И помимо цехов здесь располагались бухгалтерия, кабинет директора фабрики. Соответственно, сюда приходили поставщики, заказчики и так далее. Для них нужно было создать какие-то более приятные интерьеры. И помимо вот такого вот изящного холла появилась парадная лестница. Давайте взглянем на нее. Она почти не изменила свой внешний облик за прошедшие 100 с лишним лет. И вот эти вот дубовые перила, и чугунная балюстрада по-прежнему на месте, и даже деревянные панели на стенах. Правда, это не совсем дерево. На самом деле это прессованная щепа, такой практически ДСП, покрашенная коричневой краской, и затем эту краску оттирали губками под фактуру дерева, чтобы удешевить производство этих панелей. Дирекция фабрики пыталась угодить не только крупным заказчикам, но и просто покупателям. На рекламные кампании тратились большие силы и средства, и приемы этих рекламных кампаний не отличались от нынешних. Например, в каждую упаковку с продукцией вкладываем вот такие вот карточки, на каждой из которых пишем, что тот, кто соберет 12 штук и пришлет нам, получит коллекцию художественных марок. Знакомо, не правда ли? Самой известной рекламной кампанией фабрики стали открытки 1914 года «Москва будущего» или «Москва в 2214 году». Они изображали реальные места нашего города, вот, например, Лубянская площадь. К каждой открытке имелась подпись, и подпись к открытке про Лубянскую площадь содержала следующие строки. Из-под мостовой Лубянской площади вылетают скоростные вагоны московского метрополитена, о котором мы в 1914 году могли только мечтать. Друзья, вот то же самое здание снаружи. Стоит сказать об архитектурном стиле, в котором оно построено. Вы знаете, искусствоведы долгое время не могли договориться, как называть стиль, в котором построены красно-кирпичные дореволюционные фабрики. И не придумали ничего лучше, как назвать этот стиль кирпичным или кирпичной эклектикой. То есть красный кирпич формирует сами стены здания и одновременно элементы декора на их поверхности. Причем эти элементы взяты из разных архитектурных стилей и направлений. Галутвинская мануфактура, на которую я обратил ваше внимание, построена примерно в те же годы и в том же самом кирпичном стиле. Друзья, давайте посмотрим, как с инженерной точки зрения устроены перекрытия в некоторых из этих фабричных зданий. Если вы обратите внимание на потолок, то увидите повторяющиеся такие серые арки, в основании которых находятся металлические чугунные балки. Они, собственно говоря, начинают формировать перекрытие. А сама арка может показаться вам деревянными досками, покрашенными серой краской. На самом деле это не дерево, это бетон. Когда чугунные балки были уложены, сверху вставили деревянной формы опалубку и налили бетон. Бетон затвердел, на нем навечно отпечатался такой вот негатив деревянных досок. Их, конечно, разобрали, и получились вот такие вот арочные своды. В начале 20 века плоские железобетонные своды делать еще не умели. Традиционно такая форма сводов в российской архитектурной терминологии называется сводами Манье. Также здесь стоит обратить внимание на плитку на полу. Давайте взглянем на нее подробнее. Плитка подлинная, была закуплена еще дирекцией фабрики в начале 20 века, сохранилась до сих пор, но некоторые плитки перевернуты. Например, вот это.
На ней мы видим клеймо производителя, компании Villeroy Boch, которая до сих пор производит керамику, ну, и различную керамическую продукцию. И также видим место производства, небольшой немецкий городок Меттлах. Технология производства позволяла делать эти плитки очень прочными и в течение многих-многих лет сохраняющими свой цвет и узор. Ну что ж, друзья, мы оказались с вами в высшей точке нашей экскурсии, на крыше шоколадного цеха. Пока здесь была фабрика и производство, ну, на крышу никто не обращал внимания. Не протекает, не проваливается и больше никому не интересно. И только в последние годы, когда Красный Октябрь превратился в деловой, культурный, общественный центр, крыша стала привлекать больше внимания, больше интереса. Поэтому краска, которую вы видите у меня под ногами, это не пролитая рабочими в ходе каких-то строительных работ, а на самом деле это часть большой каллиграфии, большого произведения искусства площадью 1500 квадратных метров, который создал молодой петербургский художник под псевдонимом Покрас Лампас. Это его первая работа в Москве, и называется она «Послание космосу». Но, конечно, не только вот эта каллиграфия привлекает внимание здесь на крыше, но и вид, который открывается с нее. Красный Октябрь находится почти в самом центре города, и отсюда мы прекрасно видим с вами храм Христа Спасителя, Патриарший мост, дом Пашкова, другие корпуса Ленинской библиотеки и много-много чего другого. На этом мне и хотелось бы завершить нашу короткую прогулку. Надеюсь, я смог вас убедить в том, что краснокирпичная промышленная архитектура хороша, красива, украшает наш город. И если мы ее сохраним, то вот такие прекрасные виды будут открываться на Москву. Спасибо за внимание и удачи!